как во Франции и в Вроцлаве завтракает буржуазия наша. Гастроном выехал вот из 90-х, вот так это все и осталось. Два белоруса переехали из Минска в Польшу с изысканным французским рестораном. Вот яркий пример того помещения, которое мы смотрели. Первое время было очень нервное. Вся правда о ресторанном бизнесе в Польше. Это еще О, одно кстати. хорошее место. Да, вот тоже Дина, закрылось. Чтобы тебе в ноль выйти, тебе нужно 270 тысяч злотых. Откровенно о сервисе. Поляки в целом не избалованы сервисом. W mojej ocenie ten serwis gastronomiczny jest coraz słabszy. Как завоевать сердца местных жителей через белорусский сервис и любовь к своему делу. Да, вот Мишлен 2025. Мы Нет. получаем... Тиринг. Особенно эта страна выглядела в глазах жен наших владельцев. Первый кризис. Заходят все, перекрывают входы, рассаживают людей. Это нормально обошло? Нет, не все нормально. В такой парадигме ресторан просто не выживает. Привет, друзья! Это канал о жизни в эмиграции. Мы уже около 15 лет живем в таком режиме. Сначала до детей, потом родили двойню, и теперь живем с двойней. На нашем пути мы встречаем огромное количество классных людей с крутыми и необычными историями. И сегодня мы расскажем историю братьев Антона и Алексея, которые привезли из Беларуси в польский Вроцлав топовый уровень ресторанного сервиса и высокую французскую кухню, достойную звезды Мишлен. Все видео я делаю сам, своими руками. Это очень много времени, труда, поэтому любая поддержка от вас, лайки, комментарии – это огромная помощь и от меня большая благодарность. Приятного просмотра. Расскажи, пожалуйста, сколько лет ты уже шеф? На кухне я прям 20 плюс лет уже точно. Я в 15 лет попал на кухню. Вот с тех пор, 25 уже. А обучался? Как это происходит? Высшее образование? Я вот учился сначала в техникуме, получил поварское образование, потом работал и закончил высшее образование заочно. Но это все же такая база. Вот настоящее образование — это когда я решил, что нужно где-то поучиться, и уехал в Париж. Выбрал кулинарную академию Le Cordon Bleu, которая называется, в Париже. И вот все лето, там 4 месяца я пробыл на обучении в Париже. Вот это дало хороший буст и мне, и моему резюме. После этого у меня вот там весь рынок был открыт для меня условно с таким дипломом. И еще из такого вот жизненного хорошего опыта у меня была стажировка в испанском ресторане «Мугарец». В Испании? В Испании, да, Сан-Себастьян город. Но он просто на тот момент, не знаю, как сейчас, но на тот момент он был номер 6 ресторан в мире. А какая твоя основная специализация? Ну, мне кажется, что вот в душе у меня, конечно, французская кухня. Потому что она близко по географии, близко по компонентам, она очень универсальная, она заточена очень, классическая французская, на то, что из не сильно качественного продукта ты можешь получить восхитительное блюдо. Это логично, потому что это из-за географии. Франция большая была, пока доставит из одного места продукт в другое, он уже начинает, там раньше не было холодильников, да, логистика была простая, поэтому у них всегда сложные методы приготовления, сочетания несочетаемого, и в итоге получается очень круто. После обучения, после стажировки ты в Беларуси работал где-то в каких-то... Не работал, я в Беларуси после этого не работал. А как вы пришли? Давай так, я долго не работал в Беларуси, а потом я вернулся, и мы открыли вместе ресторан, который назывался «Спун». А через 5 лет мы открыли ресторан, который назывался «Легос» в Минске. Алексей, у вас в Беларуси был одноименный ресторан? Легос. Легос. Да. Ты не принимал участие? Вообще никак. Я вообще до 2023 года вообще никак не связан был с общественным питанием, с ресторанами, вообще из другой сферы. Но так вот 22 год много чего поменял в нашей жизни. Почему никак не был связан с ресторанным бизнесом? Антон не звал вместе, не предлагал? Нет, у нас как-то исторически с детства разошлись пути по направлениям. Антон пошел вот в пищевую сферу, рестораны и там, а я ушел в продажи, и мы там разные учебные заведения заканчивали. Подожди, не, хороший только про брата. Вообще по образованию физик-атомщик? Ну не атомщик, просто физик. Ну, ты ядерщик будешь, так интересно. Вообще я оптик. Короче, он физик-ядерщик, он просто этого не признает. И он всегда любил учиться в детстве.
А я вообще не любил учиться. И когда настало время выбирать дорогу жизненную, такую серьезную после школы, я выбрал профессию повара, потому что там учиться надо меньше. Но Да. он вот Я вообще учился и собирался поступил, в а политех я поступать сделал в вид, лицей. что учился, и, слава богу, не поступил. Мне кажется, я учился, потому что это было проще. Тебе надо было работать, а мне можно было просто учиться и сидеть на родительских харчах. Ну, естественно, ходил же к брату в ресторан там в Беларуси. Честно говоря, достаточно редко. У нас вообще так получилось, что мы какое-то время, достаточно долго, наверное, лет 10, мы вообще слабо пересекались. То есть у него была своя жизнь, своя семья, свое все. А у меня было свое. Разные друзья, разные знакомые. Ну, встречались там на семейных каких-то мероприятиях вместе. А так... Плотно не общались. Вообще плотно, да, А не какая у вас общались. разница в возрасте, кстати? У нас разница в возрасте 11 месяцев всего. 11 месяцев. 11 месяцев, да. Наша мама героиня такая, что Вау. вот я родился, а через 11 месяцев мой брат родился. Вот это да. И после этого Легоса, следующее, что мы открыли, это Легос во Вроцлаве в 2024 году. Соответственно, Легос в Минске, он остался в Минске. Я к нему уже никакого отношения не имею. Продан? Но да, он работает. И как он работает? Не знаю, как-то работает. А как был успешен? Ну, Ну, ты вот можешь вот сказать, что вот это был я бы успех? не сказал, что это был успех, потому что у нас наши всякие геополитические истории, ну так, если смотреть отдаленно, он как ресторан был хорош, он был во время, он был там, где надо, но просто в 2019-м открылись, 20-й вот эти все события, потом коронавирус 1-2, потом 22-й год, и все это, короче, страдаем, потом выходим, потом опять страдаем, потом выходим, ну вот все вот такая. Ну, сложно, я думаю, что для бизнеса в очень целом. сложный период. Ну, и тут нужно понять, что это, ну, как будто бы первый мой ресторан, поэтому я тоже не на 100% знал, что, как делать. Поэтому это тоже Понятно. такой путь. И на какой точке в итоге вот уже объединились? Уже на Польше? Да, это было уже в Польше. Получается, мы приехали с семьей из Грузии сюда, во Вроцлав. Соответственно, как бы я искал, чем заняться. И как-то подумал про ресторанную историю и знал, что у Антона, ну, в Беларуси там не идеальная ситуация с точки зрения развития его ресторана. И я предложил, почему не попробовать здесь, в Польше. И как-то он так позитивно к этому отозвался, он думал про то, ну вообще у него там карьера связана с разъездами, он много где ездил, где-то учился, где-то работал, поэтому я так и подумал, что у него там такой достаточно легкий на подъем. Вот, и мы как-то так решили, пообщались и подумали, что почему бы не попробовать здесь. И интересно, новый рынок, европейский рынок. Мы опирались как раз на то, что уже рабочий концепт, по-моему, там в районе 5 лет уже работало это в Беларуси. Я подумал, что если есть человек, есть команда, есть уже отработанные бизнес-процессы, почему это не попробовать перенести сюда? Тогда мы начали обсуждать это, как это происходит, что есть, чего нету, что здесь есть на этом рынке. Мы здесь делали ресерч, я здесь ходил по городу, смотрел, какие места есть, какая заполняемость, какой трафик людей. Мы примерно считали, потом делали бизнес-план, смотрели, сколько это будет, что это в деньгах, как это будет выражаться. Потом мы нашли инвестора, потом мы проговорили, как это будет выглядеть. Нашли помещение, соответственно, запустили ремонт. Антон переезжал такими наездами, то есть он приезжал там на неделю посмотреть, подсказать. Ну, что место очень важно, и что пока ты тут являешься или гостем, или таким в полутуристическом состоянии находишься, то тебе очень сложно оценить привлекательность или успех какой-то локации, потому что для тебя эти все локации примерно, ну, одинаковые. Ну вот как и мне, по сути, я пришел, мне кажется, Да. вы же в рынке прям. Все правильно. И все говорят, так вы же в рынке. Ну, как бы не совсем так это работает. И то, что понятно, что риэлтора задача, ну, быстрее реализовать это помещение. Вот, например, вот яркий пример того помещения, которое мы смотрели. И вот для меня до сих пор загадка. Вот хозяин, ну, уже столько времени прошло. Уже наверное, это 2,5 года, наверное, прошло, как мы его смотрели. Да, Вот. то есть мы его смотрели, оно было закрыто. Мы встречались здесь с хозяином помещения, который его сдавал. И вот он за него хотел 30 тысяч. Там, ну, Советский Союз, то есть там плитка кафельная, вот это вот там Ну, там магазин как будто какой-то ничего был. нет, там или- нужно делать капремонт, условно говоря, Да, чтобы как что-то вот построить. гастроном выехал вот из 90-х, вот так это Да. все и осталось. Вот он мог хотя бы 3 года по десятке получать. То есть Да. мы говорим, давай поторгуемся. Он говорит, не, тут супер помещение, это нужно 30-ка, и как бы и все. И Это вот, при том, что уже- здесь нет вентиляции.
вентиляции Да, вообще 2,5 года никакой. То есть стоит. тебе нужно где-то Коробка. выводить по дому, а это, соответственно, спільноти мешканцев. И получается, что здесь нужно со всеми согласовать. Сразу процент, что это получится, он падает просто к нулю. Это же все пахнуть будет, скорее всего, какой-то звук там. Большие инвестиции в то, чтобы в принципе это сделать. Много вещей, понятно, мы решали удаленно. Но в целом этот вот процесс 8 месяцев, изначально бизнес-плана, потом поиска помещения, потом начало ремонта, процесс этого ремонта, это все было удаленно. Антона здесь на месте не было, а он приехал уже где-то там, наверное, под открытие. То есть мы открывались в июле, а он приехал, наверное, уже так основательно переехал в мае, наверное, месяце, там за 2-3 месяца до открытия. Юля, на самом деле, была центральным таким игроком в нашей команде. И сначала появилась Юля, а потом появился ресторан. Это же маленький город. И я узнала от своей приятельницы, что Антон Немирович собирается открывать ресторан во Вроцлаве. Во-первых, я удивилась течению обстоятельств. Как мы выбрали все один город, случайно. А уже позже, конечно, спустя много времени я поняла, что здесь очень много моих знакомых оказалось. Я думала, что все в Варшаве, но здесь их тоже оказалось много, и в том числе здесь оказались вот братья Немировичи. Но нам в команду нужен был такого уровня профессионал, поэтому мы, не раздумывая, приняли решение, что это точно наш человек. Юль, как ты выбрал свою профессию? Расскажи, кто или что повлияло на это? Вообще я училась на экономиста, и в какой-то момент я просто пошла подработать. Пошла искать работу в Минске, обошла, наверное, заведений там 15, но одно заведение меня очень поразило и вот захватило уже навсегда. Было так интересно, я поняла, что эта сфера сильно глубже, интереснее и важнее, чем мне казалось. То есть я шла, как вот думаю, ну там поносить подносы. Как и все, относилась к этой работе несерьезно, как к какой-то подработке, но погружаясь, я просто влюбилась в эту сферу и поняла, что это мое. И примерно в тот же период я ушла уже на заочное и посвятила себя больше работе в гастро. Команду подбирали по каким-то внутренним ощущениям, по тому, подходит нам человек вообще в команду или нет. Плюс у Юли был плюс, потому что она здесь жила уже, она чуть-чуть понимала, она чуть-чуть говорила по-польски. В общем, ну, она уже человек, была брошена коммуникация. Я не была лично знакома. Мы в Минске не работали вместе с Антоном. На тот момент я как раз была на перепутье и думала, чем заниматься. Я активно изучала польский, но мне казалось это какой-то очень длинной дорогой. И я еще не знаю, через сколько лет буду говорить так, чтобы я смогла спокойно найти работу в этом городе, то есть в Польше. Поэтому мне казалось это очень сложным, и я рассматривала какие-то там IT. И вот в этот момент, в момент моих сомнений, каких-то решений, просто мне такой знак, такая сплетня, что скоро Антон Немирович будет открывать ресторан во Вроцлаве. Я попросила свою подругу, чтобы она написала Антону и уточнила, нужны ли им люди в команду. И Антон пригласил меня на встречу. Там я познакомилась уже и с Антоном, и с Алексеем, узнала о том, какие у них планы. Интересно, что Юля сразу так вгрызлась в деятельность. Мы даже ничего не просили, она набрала команду, как-то все это проходило за нашими плечами. Мы договорились, что она отвечает за сервис в ресторане, и она прям набрала себе команду, 2 месяца ее учила. В ресторане шел ремонт, а Юля уже 2 месяца шкалила официантов прям вот по всем своим стандартам. И мы получили, условно говоря, с первого дня запуска уже готовых официантов, которые там немножко переработались, и проект сразу же стартанул. Это было очень круто на самом деле. Получается, ей повезло с вами, а вам повезло с ней. 100%. 100%. Жизнь вообще везение. Итак, перед нами наш самый популярный завтрак. И он олицетворяет наше понимание, как во Франции и в Вроцлаве завтракает буржуазия наша. Много ингредиентов. Внизу салатик овощной с авокадо и яички. Французский круассан, сливочное масло, сыр бли, мортаделла, чеддер. Сверху пудинг из кокосового молока с семенами чиа, свежими ягодами. Я не знаю, мы можем говорить про цифры?
Просто интересно, вот сколько стоит, например, Хороший вопрос. аренда вот этого помещения? Аренда этого помещения стоит в районе 25 тысяч брутто злотых В месяц? в месяц, да. Сколько вообще стоит обслуживание вот ресторана вместе с зарплатами, со всеми? Все вместе будет стоить где-то 270 тысяч злотых. 270 тысяч в месяц. Да. Чтобы тебе в ноль выйти, тебе нужно 270 тысяч злотых получить на это. Так, ну что, смотрим. Вход в группу. Тут, наверное, есть маленькая какая-то терраса. Вот это первый зал. Такой он со сценой. Вы делали ремонт около года. Нет, Что, нет, ну, нет. плюс-минус, что такое? Не около года. Мы стартанули ремонт в марте и в июле открылись. Вот март, апрель, май, июнь. 4,5 месяца примерно. 4,5 месяца. И все это время, пока вы делали ремонт, естественно, идет оплата за аренду? Ну, не совсем. Обычно тут история такая, как договоришься. Кто-то, если это там топ-место, скорее всего, если бы это был бы рынок, наверное, там бы брали оплату точно, да. Пошли немножко на уступки? Было... Да. У нас была договоренность, что мы платим половину стоимости от этой аренды, и то не сразу. У нас был какой-то там грейс-период, когда мы там имели там 3 месяца вообще без оплаты, потом после этого там была половинчатая оплата, а потом уже, когда мы с открытием, мы уже на полную оплату перешли. А ты с этим рестораном с самого начала, с первых дней открытия здесь, во Вроцлаве. Ощущение, когда пришли первые гости, и кто это были, поляки, наши, как это произошло? Ой, это было очень волнительно. Я помню, что огромный груз ответственности, потому что здесь все по-другому. Ты не знаешь, кто эти люди, ты не знаешь, чего они ждут. Я первое время сторонилась всех гостей, потому что мне не хватало языка. Я боялась, что меня спросят что-то вправо-влево, и я не смогу ответить, и меня раскусят. Поэтому я только как серый кардинал наблюдала, как коршун издалека, и слушала, как официанты разговаривают с гостями, и слушала, как они отвечают, как общаются, чтобы понять, что гости чувствуют, как им ресторан, как им еда. Первое время было очень нервное, то есть я не подходила к столам вообще, я только издалека за этим наблюдала, корректировала и боялась этой коммуникации с гостем. W Legus byłem pierwszy raz, ponad rok temu. Od razu mi się tutaj spodobało. Przychodzę tutaj teraz dosyć często. Raz, że niedaleko pracuję, dwa, że niedaleko mieszkam, ale też dlatego, że oferta, jak i serwis są dla mnie na odpowiednim poziomie. Jestem zadowolony z całego tutaj otoczenia, jest bardzo przyjemnie. У посетителей самое любимое блюдо какое? Что заказывают утром, допустим? Я думаю, это сырники. Сырники? Да, очень девушки любят сырнички заказывать. У нас, собственно, есть 2 версии сырников. Один в сладкой, вторые в такой соленый, можно сказать. Что там идет лосось, голландский соус. Вечером какое блюдо? А вечером, наверное, лосось Веллингтон. После съемок общаемся, я говорю, а почему у вас нет самого распространенного завтрака? Один из наших любимых, вот, лично с Настей, с женой, это авокадо-тосты, либо с грибами, либо с яйцами, с лососем. Через пару дней пишет: ваш тост-меню, заходите. Это клиентоориентированность, я считаю. Пока снимали с ребятами этот фильм, к концу апреля обновилось меню, и теперь там много классных блюд. Кому что, а для нас этот тост просто идеальный завтрак. Так что личная рекомендация, ребята. Он самый, да? Можно взять вот в таком виде, или, если любите, еще сверху идут яйца. Просто шикарно. Почему Легос? Да? Фогра? Нет, потому Нет, что я так ресторан в Минске, ну, первый наш Легос, он находится прямо напротив французского посольства. Я учился во Франции, соответственно, ну, какое-то другое не французское название было бы странно, наверное, быть. Причем там, ну, после этого... завлекалочка? Да, все посольство ходило. Но я тебе скажу, что, честно говоря, французский концепт, он такой сложный, потому что это... В каком смысле? Кухня или... Сложно с точки зрения восприятия гостя. Потому что, ну, это кого-то отпугивает, кого-то настораживает, понимаешь, кого-то, ну, он не сильно популярная кухня, да? Правда? Ну да, так и есть. Ну, если сравнивать, например, итальянскую кухню и французскую, то, конечно, все знают, что такое итальянская кухня, а что такое французская кухня, ну, мало кто Ну, знает. лично у меня вот как, вот по такому
очень поверхностному восприятию, мне как раз-таки кажется, что французская кухня — это именно ресторан-ресторан. Французская кухня считается что-то такое, что никто не может вообразить. Это как диплопе, помнишь из этого сериала? Типа «Мальчик, это Да, твой да, диплопе». да, да, Это да. же примерно вот все про это же. Что ты даже не хочешь с этим соприкасаться, потому что так кажется, что ты, немного этого вот недостоин. мне, Это флёр вот, такой, мне тоже да. вот кажется. Ну и вот этот по-французски. флёр помести в Минск, как будто бы нужно понять, что... А как, кстати, французы же ходили, да, с Да, посольством? да, Как они, да. что они вообще, как оценивают? Ну, они счастливы были, что напротив них открылся такой ресторан. Ну, в смысле, что вот они были удовлетворены именно кухней, Да, да. получали да, то, да, как дома. Да. И поэтому у нас было там несколько названий, из которых мы склонились к Легосу, потому что это созвучно с гусем, и наша эмблема гусь, типа, понимаешь? Мгм. И слово французское, и как будто бы оно вот так и попало. Друзья, я напоминаю, что в нашем телеграм-канале собрано большое количество полезной информации по переезду и жизни в Польше. Аренда жилья, страховки на авто, медицина, детские сады, мобильная связь и также много всяких скидок по промокоду. Все через наш личный опыт. Кому все интересно, ссылочка в описании, закрепленный пост, все там. Горошек, да? Горошек. Горошек. Горошек здесь уже, смотрю, как дома. У вас pet-friendly, я так понимаю, ресторан. Можно с животными. Мы очень pet-friendly. Да, ну, в том числе, потому что здесь живет горошек. Он с самого открытия, он здесь с ремонта, он был маленький и уже здесь тусовался, поэтому... Он решил, что это будет pet-friendly. Он решил, что это будет pet-friendly. Очень будет рад гостям с животными. Мы всех ждем. Какой хороший горошек. Подожди, там ничего, там кофе. Мы любим собачек. Прям в нос. Вообще в Польше это очень распространенная, кстати, Везде. история. А вот что в Беларуси? Вот Нигде нельзя. нигде У нельзя. меня у мамы собака, и я в последний свой визит столкнулась с тем, что я не смогла никуда зайти, как я здесь часто, с горохом везде. В салоны, в магазин, везде. Я просто буквально могу везде здесь зайти с собакой. Польша вообще везде. Везде. Мисочки для собак, все просто мега pet-friendly, круто. Пойдем террасу, покажешь нам? Да, а то, что вот здесь у нас брусчатка, это была часть улицы, тебе не интересно? Да. Не знаю. Я Что-то ваше? слушаю. Ну, это была улица. Это была улица. Вот здесь есть, смотри, окно. У нас здесь, во-первых, есть своя пивница, свой подвал. Здесь окно, которое было частью улицы. То есть вот это был такой колодец здания, да, внутренний его дворик. Ой. Ну, а теперь у нас здесь красивая крыша. Правда, у нас там очень много живет птиц. А так, вот это была брусчатка, это настоящая. Мы ее не укладывали, она тут была. Что, кстати, про налоговую нагрузку для ресторанного бизнеса в Польше? Ну, самая большая проблема это безусловно, это фонд оплаты труда. Это самое дорогое, что есть в ресторане. То есть в средний месяц у нас получается, что наш ФОТ это примерно там, 50% от нашей всей выручки. Это насколько разнится, допустим, с белорусским ведением бизнеса? Я в Беларуси не вел бизнес, но вот так по оценке Антона это почти 50%. То есть если в Беларуси 27% плюс-минус, то здесь 50%. Потому что здесь минимальные ставки есть, которые тебя обязывают платить людям, и ты не можешь меньше. Слышал, в ресторанном бизнесе большая текучка кадров, правда? Да, это правда точно, потому что, во-первых, срок жизни места он небольшой. Во-вторых, в основном в эту профессию приходят люди, в сервис, и что касается сервиса, без образования, и чтобы быстро заработать деньги. Приходит какой-то сотрудник, который вообще ничего не понимает и не знает, ни разу ни одного дня не работал по профессии, например, официант или бармен. Он приходит и говорит, я хочу получать минимальную краевую, которая сейчас 31,4 злотых в час. И есть люди, которые у нас работают, например, год, и они тоже получают эту минимальную краевую. В логике должно быть как? В логике ты должен платить сотрудникам, которые дольше работают, больше, а тем, которые новые пришли, минимальную краевую. Но просто в такой парадигме ресторан просто не выживает. В Европе это вот как отличие от наших стран, что тут работают официанты уже возрастные, и это популярная профессия, потому что она достаточно приносит дохода, видимо, поэтому. И встречаются официанты, которые 50-60, такие возрастные. И это Слушай, очень это круто. прикольно. Мы когда в Италии, в Риме были, я заметил, Да. там вообще прям эта фишка. Да. Это было Но- так необычно. Да, но тут законодательно студентам простили уплату налогов, и поэтому в основном работают студенты. Им просто выгоднее работать на этой Выгоднее работодателю брать студента, потому что он не платит ЗУС. Все. И всё. Я предполагаю, что это для того, чтобы
польские студенты никуда не уезжали, чтобы они там, вот, условно говоря, оставались здесь, работали здесь, чтобы они не ехали учиться, не знаю, в Германию, в Испанию, там, в Великобританию, оставались здесь, в Польше, им есть такая большая налоговая льгота, чтобы они могли и учиться, и работать здесь. Соответственно, в их интересах здесь оставаться. Ну, да. Но с точки зрения там другого поколения, более старшего, с ними тяжело конкурировать объективно. Сколько ты уже здесь работаешь? у Сколько ребят? здесь работаю? Работаю здесь уже полгода, да, уже как раз таки полгода будет. А вообще опыт какой? До этого где работал? В Минске тоже работал в нескольких заведениях. Был шеф-поваром в Минске. У вас мультинациональная СМИ команда, да? Да, получается? да. В принципе, это закономерно, что если ты ведешь бизнес в Польше, то, соответственно, все должны говорить на польском, и основной персонал у тебя должны быть поляки. I tak, Marta, ile lat już pracujesz w gastro? 9. 9 lat? Oh my god, to więcej niż u mnie, serio. Czemu Legos? Czemu akurat podjęło decyzję, że będziesz pracować tutaj? Przechodziłam ulicą i spodobało mi się logo. Logo? Okej. I tak, weszłam po prostu, zapytałam. Twoim zdaniem, co trzeba byłoby zmienić u nas, żeby nas przychodziło więcej gości? Nic, uważam, że jest świetnie. Ja też tak uważam, ale goście wciąż nie przychodzą. Но я думаю, что нам сильно повезло с нашими девочками, потому что они, по сравнению со всеми, фантастические. И они очень круто вписались в наш сервис, потому что наш сервис, он немножко другой, чем польский. Да, он больше такой услужливый, он больше про гастрономию. И они как-то бац-бац-бац, вот те, кто к нам пришел, и они остались, и те, кто остались, им комфортно в этом. То есть они готовы давать такой уровень сервиса, к которому условно привыкли белорусы. И повар поляк тоже, я вижу, да, у вас? Да, и повар поляк у нас. Ile lat pracujesz w branży? No, pracuję w branży już około 8 lat. Czemu wybrałeś tą firmę, a nie jakąś inną? Ze względu na francuską kuchnię. Super, czyli nie przeszkadza Cię to, że właściciel jest z innego kraju? Nie, nic takiego. Super. Что, Влад, рассказывай, пока нету боссов, расскажи, какие-то секреты есть тут еще? Да, Что, секретов. как по-настоящему? Прям правда матку рубить. Ну, давай. На другой канал, типа, правда. Ну, значит что, шеф никогда, конечно же, не кричит, ни в коем случае не оскорбляет, не бьет, а только конструктивно объясняет ошибки, указывает на нюансы. Вас подслушивают, ты переживаешь? Почему именно Вроцлав? Не Варшава, не Краков, не какой-либо другой, один из главных городов Польши? Ну тут, знаете, так иногда бывает, когда без тебя выбирают что-то. Мы уехали в день начала войны, мы уехали из Минска. Это не было, скажем так, запланированным решением. Мы купили за 2 или за 3 месяца билеты к друзьям в Грузию, съездить на недельку потусить в Грузии. Я там часть вещей достал, положил туда документы с мыслью о том, что мы можем и не вернуться, в общем-то, в Беларусь. Ну, а для меня так и получилось. То есть я вот, уехав там на неделю в Грузию, уже больше в Беларусь не вернулся. У нас были давно там мысли о том, чтобы переехать. Мы посмотрели, что очень здоровская локация, мы посмотрели, что это близко к такой старой Европе, то есть Германии, да, к Чехии. именно, да. Мы посмотрели, что здесь круто, есть рядом горы, в которые можно съездить, что здесь рядом граница, и ты можешь съездить там в любую страну, условно говоря, там 2 часа, 3 часа на машине. Ну, география в вообще Германии шикарная. География да, вообще шикарная. или в Чехии. А ты из Беларуси сам? Да, да. А мне кажется, я даже смотрел твое на YouTube видео. Ты не так давно во Вроцлаве, нет? Во Вроцлаве недавно, да. Типа полгода, что-то такое? Ну, вот полгода, кстати, да. О, и мне кажется, я смотрел твое видео про Вроцлав, где ты описываешь, как ты гуляешь по Вроцлаву. Ага. Я даже смотрел. Сейчас Ну, вот я да. понимаю, что что-то такое знакомое просто. Вот шел и зашел, да, и сразу начали разговаривать. Если говорить там про личную какую-то там семейную, личный комфорт, то меня Вроцлав очень устраивает. Мне кажется, тут есть вообще почти все. Тут есть история, тут есть современность, тут есть молодежь, тут есть вот старые здания. Они не всегда причесаны, не всегда там симпатичные, но мне Но вот это... этой стариной веет глубиной Да, вот этой это- истории. Да, это вот, правда. да. Сейчас нет ощущения, что, может быть,
лучше было бы где-то это сделать в каком-то другом месте. Допустим, условно, в Варшаве, где самый центр бизнесов и всего. Я, вот, например, четко понимаю, что если, например, говорить про бизнес, то вот если бы я сейчас выбирал, и была бы возможность выбрать, там, не знаю, Варшаву или Краков, то это было бы Варшава или Краков. Это если говорить про бизнес. Например, судя по коллегам из Кракова, например, у них город такой супер туристический, прям там туристическими потоками ходят по улицам люди. И там в ресторане ты слышишь, ну, много речи английской, очень много. Здесь, ну, как раз наоборот. Или в той локации, в которой мы находимся, точно наоборот. Может быть, центральная площадь там так и живет примерно, но там 2 шага от центральной площади и все. Ну, центральная площадь, то есть, понимаешь, Ну это да, там, да, в Кракове я помню. 2 квадратных километра и все. То есть существует много других предприятий, которые работают на целевую аудиторию локально. Местный рынок вот тут, вроцлавский, так сложен, что вот я, например, сильно не видел ни одного успешного иностранца-ресторатора, который здесь, ну, занимается, ну, таким публичным ресторанным бизнесом. Мне кажется, что, например, столичная какая-то история, где могут ужиться разные концепции, разные культуры, там, китайская, японская, не знаю, итальянская, мексиканская, французская, она как-то, ну, когда сильно насыщенный рынок, она по-другому. А тут получается, что вот если ты не местный житель, тебе, во-первых, сложно сразу попасть во вкусы эти местного жителя. Сложно в этом рынке быть своим парнем просто. Сложно, но нужно. Сколько можно, сколько реально сегодня во Вроцлаве, в Польше, вот на таком бизнесе с одной точки, с одного ресторана иметь? По-нашему, мы должны где-то примерно 350 тысяч нетто выручки получать в месяц. Вот это было бы для нас такой средний нормальный показатель. Ну, 100 тысяч долларов, вот условно говоря, 100 тысяч долларов. Ты думаешь, что вот в ресторанах схожего типа здесь есть такие цифры, да, во Вроцлаве? Сложный вопрос. Думаю, что есть. Сложно судить про успешность ресторана, понимаешь, смотря снаружи на него. Ну да. Очень сложно. То есть, по сути, можно просто со своего кармана все содержать. По сути, 95% ресторана это как будто бы вот история со своего кармана. Просто мотивация у людей держать такие рестораны есть определенная. У каждого своя. Но, конечно же, существуют крупные ресторанные группы, которые зарабатывают, ну, много денег и, ну, как бы являются непосредственно, ну, локомотивами бизнеса. Но у них другие модели, у них там оптимизация, там больше какие-то, я думаю, им Я проще. не думаю, нет, я думаю, что это про оборачиваемость больше, и, соответственно, от этого бизнес выстраивается. Это просто про профессиональный подход к бизнесу. Скорее вот так. Очень бы хотелось, чтобы и мы стали такой компанией. Ну вот, смотри, еще одно хорошее место. Да, вот тоже Динер закрылось, поменялось. Ну, кстати, ремонт, что-то, наверное, кто-то другой попробует свои силы в этом деле. А что это, кафе было? Динер — такое популярное место на завтраки. Ну, у нас же есть еще одно, или еще 2. Но вот эта локация, видишь, закрыта. Локации берите, открывайте. Видно, не выгорело. Спасибо. Но эта локация сильно похожа на нашу, поэтому думаю, что рынок, нет но смысла. не совсем рынок. Да, рынок, но 100 метров за угол. Тут, получается, если рынок, то, о чем мы говорили, то прямо там, чтобы... Да, потому что рынок — это даже... пешеходный трафик, вот в чем Да, дело. как ты говоришь, эта история 10 метров за угол, да? Да, и все, может не за угол работать. вот так Поэтому... одной ногой повернул, и вот здесь вот будет у тебя биток, а вот здесь вот за углом пустота просто потому, что никто не доходит. Но люди же импульсивно часто принимают решения. Они Google открыли, ткнули, в радиусе там 50 метров есть с хорошим рейтингом или нет? Есть, все, идем. Нет. Это такой туристический трафик, поэтому там нет смысла, например, работать там на гостя, потому что тебе нужно работать, по сути, только на отзывы. Тебе не важно возврат гостя, просто потому что он, скорее всего, никогда к тебе уже не вернется. Это такая разовая история. Вот, чтобы он тебе поставил хорошую оценку, это да, это важно это для туристического потока. У нас там ровно противоположная история. Мы как раз, безусловно, нам важны отзывы, но не так, сколько там впечатлений человека, чтобы он пришел 2, 3, 5, 10, там, 20 раз к нам. Даже на центральной площади, где самый густонаселенный трафик туристов, меняется вот каждые полгода-год. Вот помещение, которое мы смотрели, когда выбирали ресторан, здесь вот на площади в 100 метрах от нас, год, наверное, да, они проработали, может даже меньше. Наверное. Потом да. Они проработали все, наверное, полгода, потом на... полгода стояло, потом следующее, это уже, вот они третьего ищут арендатора. Да, третий арендатор за 1,5 года. Вот, да, вот и там же вот, где предлагали нам большой такой красивый сделать внутри, там заехали какие-то игральные автоматы, потому что никто туда не зашел из там больших сумасшедшая игроков. аренда же была, там да, 100 тысяч злотых, что-то такое. Ну, там нужно было еще в ремонт Безумно, миллион вложить. Да. Они так и говорили, с миллионом к нам заходите, и миллиона нету,
просто покажем. Здесь бы открыли заведение, если было свободно и... 100%. Слушай, открыли бы на рынке. Мне кажется, что да, тут все-таки туристический трафик. Ну, у нас, если его практически нету... Не, ну у там, нас если сейчас говорить уже про какое-то 10%. другое видение есть, и опыт уже другой есть, поэтому, скорее всего, да. Не было бы 100% сразу. Но там все мастодонты, они по той стороне находятся. Вот та сторона, она более привлекательная такая, видимо, для туристов. Хард-рок, да. Да, все Джара тут. мастодонты там. И, кстати, если у вас интересная история эмиграции или бизнеса, и вы хотите ей поделиться, то напишите мне, и мы расскажем вашу историю вот в таком вот формате. Контакты в описании. Опыт Антона, Юлии, администратора, да, был сформирован в среде вот белорусском сервисе, белорусском бизнесе, и он сюда приехал. По твоему ощущению, когда ходишь в другие рестораны такого же уровня, плюс-минус, есть какое-то преимущество вот именно белорусского сервиса, чего не дает другой ресторан здесь? Да, есть. Хорошо ли это плохо? Вопрос открытый на самом деле. Потому что вообще в целом, как белорусы, мне кажется, это моя точка зрения, что мы очень старательные, очень исполнительные. Мы любим, чтобы было все вот идеально. Перфекционизм. Вот. Ну, какой-то отчасти, да, такой перфекционизм. И это, на самом деле, ведь много где. Это я сталкиваюсь, например, с ремонтами, когда вот вижу, как делают белорусы, как делают другие, например. Я могу сказать, что поляки в целом не избалованы сервисом. Их не так сложно удивить, если ты чуть-чуть внимателен к деталям. Вот просто не представляете, сколько вызывает восторгов и какого-то такого счастья человеческого, когда я просто помогаю людям надеть верхнюю одежду. Их это так удивляет, их шокирует, что я им предлагаю надеть верхнюю одежду. И этого не делают нигде, это правда. То есть в лучших ресторанах я здесь была, мне просто отдают мою куртку. Ну, то есть никто не предлагает. Или там придвинуть стул. Dać zонтик, jeśli na ulicy deszcz. Jestem tutaj bardzo szczery, rozmawiałem wielokrotnie z moimi przyjaciółmi. Lubię tutaj przychodzić, dlatego że właśnie ten serwis jest mocno zaangażowany w swoją pracę. To bardzo doceniam. Niestety w dzisiejszych czasach ciężko jest znaleźć miejsca, gdzie ten serwis jest tak zaangażowany на высоком poziomie. У белорусов много перфекционизма. И наша команда тоже, там вот и Юля, в частности, вышла из таких сильных ресторанов Минска. Это круто с точки зрения сервиса, многие это отмечают. Но вот этот перфекционизм требует под собой достаточно много вложений. В итоге это все превращается в деньги. Соответственно, ты должен там научить там, официантов, постоянно их шкалить, постоянно за ними смотреть, постоянно их контролировать, выбирать там лучших. То же самое с кухней. У тебя должно быть там каждый раз там одинаково отданное блюдо, хорошего качества продукты, все красиво оформлено. Соответственно, требует постоянных вложений в эту историю. Почему многие заведения в Польше, ну вот и мы ходим и видим, что сервис может быть достаточно посредственный. И не потому, что люди как бы просто лень им работать. Это просто потому, что под этим всем лежат деньги. И если ты будешь там идеально все делать, то, скорее всего, ты не заработаешь просто денег. В ресторане, если у каждого человека по отдельности есть какое-то внутреннее небезразличие к тому, кто к тебе пришел в гости, то, конечно, это ощущается, и это очень нравится гостям. Здесь этого меньше, наверное. В том числе, потому что здесь меньше спрос. Меньше спрос. Это не только касается ресторана, это любой какой-то услуги. Поляк не так много ждет, в отличие от белорусов. Мы очень в этом смысле требовательны и избалованы уровнем сервиса везде. Поэтому это рождает такой высокий уровень тревоги и бизнесов, и людей по отдельности. Мне кажется, что это во все сферы проникает, что очень-очень люди требовательны и к друг другу, и к себе. Поэтому здесь вот более расслабленно. И это в том числе распространяется на гастросферу. Многого не ждут, получат удовольствие, даже если сервис будет посредственным. Но если что-то дали вот просто экстра, все, это просто
восторг. Ucieka to gdzieś z miesiąca na miesiąc, z kwartału na kwartał. W mojej ocenie ten serwis gastronomiczny jest coraz słabszy i tutaj na pewno należy podkreślić jakby fakt taki, że dużą uwagę w Legus przykłada się właśnie do tego, żeby ten serwis był, no już powiem konkretnie, на высоком poziomie. Безусловно, у нас были какие-то такие амбициозные вещи. Сейчас мы придем с белорусским сервисом, дадим суперсервис, и все, и влюбим в себя всех, кто ходит в рестораны, и все к нам будут ходить. Но так оно не сработало так, потому что люди смотрят на цену, приходят и говорят: окей, я готов там терпеть чуть менее там идеальный сервис, но зато как бы я заплачу меньше. Это вот такие реалии этого рынка. Сарафанка работает сама по себе. Мы точно не чувствуем недостатка в гостях русскоязычных, потому что они просто знают нас, и им здесь нравится, и они возвращаются. Вот с тем, чтобы пригласить к себе поляка, у нас есть сложности. Но радует, что если уж он приходит, он по большей части тоже влюбляется и уже возвращается, и становится нашим гостем. Это не может не радовать. Вот сложно его в первый раз затащить. Мы еще на пути к этому. Często, gęsto rozmawiając o branży gastronomicznej, o restauracjach, wymienia się Legos. Moi przyjaciele też znajomi tutaj przychodzą, dlatego że no, każdy jest zadowolony z tego, co Legos oferuje tutaj. Так, вот это ваш выход на террасу, верно? Сейчас покажу. Она еще не готова, потому что очень холодно, но скоро всех пригласим. Она уже работала, просто в смысле еще не расконсервировали, да? Да, то есть Да, мы пока только начинаем ее мыть. Оу, как тут? Внутренний тоже дворик, Класс. маркиза, музыка, у нас тут диджеи. А как местные жители? А это хостел, поэтому в целом они тусовщики больше нас. Мы закрываемся сильно раньше. А соседи у нас есть с той стороны, но мы довольно рано закрываемся, и музыка у нас наших соседей не беспокоит. Вентиляцию мы унесли аж вон куда, чтобы она была не очень громкой и не мешала соседям, потому что изначально мешала. Мы унесли ее очень-очень далеко. Такая камерная у вас огражденная, Да, но у нас приватная терраса. в этом году у нас какое-то нашествие голубей. Анна, здравствуйте. Меня Дима зовут. Очень приятно. А вы откуда сами? Город Энергодар, Запорожская область. Вы с Украины? Да. Вы как долго уже в Польше? 4 года. Здесь я работаю год, а вообще на кухне работаю 4 года уже, да. Специализация вы повар? Готовщик. А. Лосось Веллингтон. О, это тот самый лосось, о котором мы разговаривали. Расскажите подробнее. Значит, у нас выпекаются вначале блинчики со шпинатом. Так вот. Потом берется слоеное тесто. Сюда ложится блинчик, шпинат протушенный в сливках. Потом ложится кусочек лосося, стейк. И заворачивается вот так красиво. Конечный результат. И в духовку. Очень красиво. Это стандартное блюдо французской кухни? Слушай, нет, вообще лосось Веллингтон не стандартное блюдо французской кухни. Есть блюдо биф Веллингтон. Его готовят на всякие торжественные там мероприятия, можно сказать, там на Новый год, если я не ошибаюсь, правильно? Да, на какой-то Новый год, Рождество, и это готовится с говядиной. Но мы готовим версии такой средиземноморской, с лососем. Это некое уникальное, что во Вроцлаве есть еще где-нибудь такое? Слушай, я не встречал, не видел, честно, поэтому предполагаю, что нет. И много таких у вас уникальных позиций? Все. W Legos jest oferta, mógłbym nawet powiedzieć, taka szyta na moją miarę. Jest wołowina, jest tatar, bardzo dobra zupa cebulowa. Oczywiście też do tego bardzo dobre, wytrawne wino, więc zawsze jak tu przyjdę, to znajdę coś dla siebie. Французская кухня, то есть как это работает? Могу взять и как-то сам скреатить, что-то придумать, какое-то блюдо новое, вы получается? Легко, да, конечно. Да? Это же интерпретация. Вот если говорить про лосось Веллингтон,
Он же по ингредиентам, там их объединяет с говядиной просто тесто сверху. Это, условно говоря, закрытый пирог такой. Но, во-первых, это же еще нюансы рынка, потому что здесь говядина очень дорогая. То есть она может в 3 раза дороже быть, чем лосось. А лосось – это вот обычная рыба здесь. И с точки зрения стоимости она ничем не отличается от любой другой белой рыбы. И это и готовится проще, и как будто бы. Поэтому мы попробовали, и всем сильно понравилось. То есть эти интерпретации есть, но у нас они приняли массовый характер такой. И вот представляешь, если люди будут ходить годами есть сюда велик, потому что у нас был вопрос, может, уберем велик, заменим какую-то другую рыбу? Нет. АБЦ-анализ показывает, что ни в коем случае нельзя этого делать. Представляешь, польский покупатель или гость, который ходил к нам там на протяжении нескольких лет, будет здраво представлять, что... Он поедет в Париж, да. и у него будет лосось Веллингтон, ну, что это как будто классическое французское блюдо. Прикольно. Ну, что вот так формируются вкусы людей. Так. Будем надеяться, да, что это войдет в польскую культуру лосось Веллингтон. Будет известное французское, польское блюдо. Оказывается, ромовая баба была поляками придумана. Да? Да. Вот так. Знаменитый французский десерт ромовая баба был придуман в Польше. Вот так оно. Так оно все. Так оно все. Глобально в мире переплетено. В целом у нас такая интересная, на самом деле, вот если говорить, команда подобралась, потому что с нами там еще до последнего времени был там еще один мой товарищ, он финансист по последнему своему там долгому времени работы. Я, получается, такой больше продажник. Антон как ресторатор такой, да. И у нас такая команда сложилась, что вот есть Каждый финансист. специалист. Да, вот отдельно. каждый специалист в своем деле, и мы там поделили вот эти вот направления, и нам было достаточно просто. То есть если нам, ну как относительно просто, конечно, но в целом, если у нас там стоял вопрос про бизнес-план, вот я точно знаю, что многие с этим сталкиваются, и люди не знают, как это делать, например. Да. Многие даже Excel там не ведут. Ну, то есть они просто в голове прикидывают, что нужно столько-то денег на это, а вот это на столько-то. А зачастую там вылазит столько нюансов и столько мелких или там средних каких-то трат. Крупные ты можешь посчитать, плюс-минус прикинуть. Какие главные отличия между ведением бизнеса, вот ресторанного бизнеса в Беларуси и в Польше? У гостей намного больше людей, которые ходят в рестораны, едят ежедневно. Их намного больше, чем в Беларуси. Ну, по крайней мере, было в Легосе. Мне кажется, что вот тут намного больше возможностей быть аутентичным и намного проще здесь реализовываться с точки зрения творчества и индивидуальности. Потому что люди готовы пробовать, совершать какие-то эксперименты, узнавать что-то новое. И люди тут больше открыты к этому. На старте. И сейчас, конечно, отличается тем, что там ты все знаешь, а здесь ты не знаешь ничего. И более того, ты не знаешь, к кому пойти с этими вопросами. То есть вопрос даже не в языковом барьере, а в информационном. Ты просто не знаешь, начинаешь искать эту информацию где-то. Там, где ты ее находишь, ты пытаешься оценить, насколько она адекватна, объективна, как можно ее использовать. Ищешь каких-то знакомых, у которых можно спросить. Ищешь коллег здесь на рынке, с которыми можно посоветоваться. Поэтому основное отличие, особенно это было ощутимо на старте, это просто это 2 разные страны и разные правила. И нужно разобраться еще, как сделать правильно. Этот наш бэкграунд, который мы всю жизнь получали, он как будто бы здесь к нулю приравнивается, и ты опять заново проживаешь этот опыт. Потому что бизнес наш, он в мелочах, и как будто бы тут чуть все по-другому работает. Не можешь пойти к своим друзьям-рестораторам здесь, как это можно было сделать, например, в Беларуси, и спросить, слушай, сколько получает официант, сколько получает там администратор, сколько повар, там, горячего, холодного цеха, шеф там, и так далее. Здесь ты не можешь этого сделать. И никто тебе не может это подсказать. Когда мы только начинали проект, конечно, было сложно кого-то убедить и кому-то объяснить, кто мы, что мы собираемся делать, вызвать доверие, потому что тебя никто не знает, и твой большой опыт, и какие-то громкие имена в твоей карьере, они никому здесь ни о чем не говорят. Поэтому ты приходишь, просто девочка, там, и пытаешься объяснить, что мы очень классные, у нас вот такие амбиции, мы вот столько всего хотим, дайте нам что-нибудь. Даже купить что-то была проблема. Тут вопрос даже не в каких-то скидках или специальных предложениях, а просто вот давайте работать вместе, давайте сотрудничать. Язык тоже 100% усложнял жизнь, потому что
тяжело донести свою мысль даже в своем родном языке. Иногда не умеешь презентовать себя так, как хотелось бы. А уж в чужом языке донести какую-то мысль сложно. И поэтому все это так на пальцах, где-то было частично по-английски. С поставщиками сложно договаривались на старте. Плюс их найти, это сейчас, когда это уже стоит ресторан, все знают, где он. К нам очень много приходит поставщиков, которые предлагают свою продукцию, свои услуги и говорят, давайте работать. Теперь они в нас заинтересованы больше, чем мы в них. А в самом начале ты просто ищешь вот где-то в интернете через каких-то знакомых, где бы рыбу купить в городе, где найти алкоголь и так далее. То есть, до смешного. Все то, что происходило в Минске быстро, без проблем, и ты все знал, здесь, конечно, дается очень сложно. А с точки зрения там всяких, не знаю, инстанций, санстанций, разрешительных органов, процедур, регистрации, там, легализации, все очень похоже, даже, может быть, здесь еще и чуть сложнее, чем там, потому что здесь тебе приходится в новой системе ориентироваться, а там как будто бы система уже, ты через нее годами проходишь. А санстанция тоже может прийти просто Конечно. нагрянуть и без предупреждения? Да, санстанция, мало этого, кроме санстанции, тут еще есть там инспекция труда, такая, которая тоже может нагрянуть в Беларуси, которой нету, в принципе. Может, есть, но она не ходит точно. Это какая-то новая организация для вас в плане... Да, которая проверяет легальность нахождения здесь сотрудника, потому что у нас много иностранцев, корректность их затруднения, там, условия их труда, количество, там целый мир абсолютно иной. Что-то не так, сразу могут штраф выписать на месте, да? Это меньшее, что они могут сделать, штраф выписать на месте. И, соответственно, конечно же, тут нужно понимать, что они контролируют и условия труда, и, там, не знаю, освещенность помещений, и ширину проходов, и, то есть там до чего хочешь можно приманаться. Есть еще стражмейские, это пограничники, они обычно вместе ходят. Стражграничные? Стражграничные, да. И они вместе с инспекцией труда обычно ходят. Понятно. И там серьезно, это они заходят, все перекрывают входы, сразу все закрывается, рассаживают людей. Тут у нас прямо в прайм-тайм могут сделать? Да, все рассаживают по разным столикам, опросы проводят там. Было такое? Да. У нас был такой опыт негативный. До сих пор мы с ним живем там, не разбираемся. Все нормально обошлось? Да? Нет, не все нормально. И вот для меня такая странная история, когда стоит помещение, ничего за него. Лучше отдайте его, пускай... хотя бы пускай коммунальный арендатор бы платил. Да, пускай его обновят, как-то сделают. Потом через 5 лет пересдадите просто. Выйдет арендатор, а тут уже будет сделано, уже будет готовая локация к тому, чтобы кому-то пересдать. Закрашено. А место топ, на самом деле, хорошее, открытое место, большое остекление, окна. То есть можно много чего с этим сделать классного. На завтраки, например, если ты даже... Я бы на месте там арендатора вообще бы не брал какое-то время плату, просто сделайте мне красивые окна здесь, которые будут открываться, и это станет топ-локацией, потому что здесь можно летом открыть окна и сидеть, как будто бы ты на улице сидишь. Супер класс. Но мы получаем... Ти-динь! Сейчас были праздники, 4 дня, тоже очень странная история, просто никакие магазины 4 дня не работают. Да. И насколько сложно ресторанам спланировать продукты, чтобы все было в наличии. Потому что вот так просто поехать куда-то купить даже самому, нет возможности такой, потому что все отдыхают, что сильно странно для меня. Как будто бы бизнес продолжается, но все отдыхают при этом. Да, слушай. Все же отдыхают и ходят по ресторанам, да, там, кофейням, то и все. И, и ничего не работает при этом. Вот так вот. Вот это особенности рынка, что называется. Что просто магазины, даже которые фирмы, компании, юридические лица, которые даже рестораны обеспечивают, не работают. Я ехал на велосипеде в субботу и проезжал мимо полицейского участка. Там тоже никто не работает, потому что обычно там очень много машин стоит, а там вообще ни одной машины не было. Как-то так работает тут. Тоже специфика рынка. И как в данном случае? И соответственно, 2 дня, на 2 дня у нас лосося было достаточно, и его прям очень сильно ели. Возможно, это связано с тем, что это там конец поста был, и что не ели мясо. И мы на 2 дня остались без лосося, и наши гости очень были расстроены, что как так нет лосося. Мы специально за лососем сюда пришли.
Слушай, разговаривали только что, болтали, да, с тобой, с ребятами про Мишлен, вот прикольно рассказывали. Вот просто внутри интересно, хочется? Ну, конечно, хочется. Мало этого, официально только в прошлом году во Вроцлав зашел Мишлен. Потому что до прошлого года Мишлена здесь не было. И если, ну, условно, Мишлен здесь не ходит в этой географии. Подожди, сейчас фактически во Вроцлаве нет ресторанов с Мишленом? Сейчас есть. А, уже есть. Но они с упоминаниями Мишлена есть. То есть первый раз в прошлом году Вроцлав приняли в ряды городов, в которых рейтинг Мишлен выставляет свои. А вот успешный проект «Звезда польской кулинарии» Бьята. Вот упоминание Мишлен, топ-шеф, 24-й, бест-шеф, 25-й год. Да, вот Мишлен 2025. Нет, звезды нету во Вроцлаве пока. Ну вот ждем конца весны, будет новый Мишлен, посмотрим, что будет. Но вот они молодцы, делают все стильно, на мировом уровне. Такой классический И файн-дайнинг. местные, локальные ребята. Гордимся ими, да. Нам тоже такое нужно. Очень хотелось бы. С трактором. У нас есть, мы на Алиэкспресс заказали одну, но носим с собой в дипломате. А я себе кнопку на YouTube. Все правильно. Так и живешь. Успешные мигранты заказывают себе таблички на Алиэкспресс. Чего ждать? Я думал, это как какие-то заявки. От тебя что-то зависит? Вот как? Нет. От меня точно ничего не зависит, кроме высокого качества продукта там, и там, не знаю, всего остального, что касается ресторана, ежедневной работы. Но я не могу повлиять никак, придет сюда инспектор Мишлена или нет. Это рандомный человек, ты ничего не будешь знать. Это рандомный человек, ты ничего не будешь знать. Мало этого, никто не знает, ну, наверное, кто-то знает, но большинство не знает, какими они мотивируются там показателями, чтобы идти в ресторан. Но это путь, который является некой системой, и система есть, чтобы идти к Мишлену. То есть она есть. Ты считаешь, что ты готов? Вот если вот сейчас, сегодня там сидит, ты готов к такому, к такой проверке? Смотри, я считаю, что все возможно. Я думаю, что мы точно достойны какого-то упоминания. Дальше посмотрим. Сложно ли вам работать вдвоем? Слушай, мне кажется, что нет. Ну вот можно посадить Антона и спросить вместе, но вот если без него, например, я могу ответить, что мне кажется, что нет. Возможно, мы повзрослели, у нас меньше каких-то там вот этих комплексов каких-то. И сейчас мы очень хорошо взаимодействуем. То есть, на удивление, нет такого, что мы там не ссоримся, например, или там друг другу что-то не говорим, но у нас очень честные такие отношения. То есть, если нас что-то не устраивает, мы говорим это друг другу и не обижаемся на это. Мы можем пообижаться какое-то время, но потом мы там возвращаемся к какому-то такому безэмоциональной оценке ситуации, принимаем решение, куда мы двигаемся, и вместе туда идем. Вот мне кажется, это окей, как раз хорошо. Но я бы не сказал, что мне, например, с каким-то партнером работалось проще, чем с братом. Я бы так не сказал. Тут же история, во-первых, переплетается человеческих отношений и семейных отношений с рабочими отношениями. Поэтому тут есть две стороны медали. С какой-то стороны это, конечно, намного лучше, больше доверия, легче объясняться, есть какой-то конфликт, то есть есть время на то, чтобы это проговорить, там, знаешь. Но с другой стороны, там, у меня есть один опыт, я, например, привык к авторитарному стилю управления и привык принимать самостоятельные решения, не основываясь на каких-то чужие советы, рекомендации, привык ответственность нести. Сейчас это все у нас размыто с точки зрения принятия решений, они чуть длиннее. Ну, в общем, две стороны. Подходы принципиально разные у вас. Да, думаю, что да. Они разные. Антон человек дела, он быстро делает, он быстро принимает решения, то есть вот он действие. А Леша, он человек план, он много думает, много размышляет, он 7 раз отмерит и 1 раз отрежет. Я, наверное, ближе
к Алексею. Я тоже много думаю, я такой перфекционист, мне надо вот все вымерить, все посмотреть. Если я не сравню все варианты, я не уверена в конечном решении. Поэтому я у Антона учусь вот этой скорости принятия решения, что надо быстрее делать, быстрее действовать и потом уже шлифовать по мере пути. Если мы говорим про бизнес, это сильно эффективнее. И это очень много раз нас здесь спасало, потому что Антон очень быстро реагирует на какие-то изменения и адаптируется под изменения рынка и так далее. Поэтому точно мне есть чему поучиться у обоих. И мне кажется, что это хорошо, что у нас есть возможность что мы из разных сфер, и у нас нет какой-то такой зашоренности, то есть то, что Антон, например, видит в своей части в гастро, а я вижу с другой этой стороны, как это в другом бизнесе происходит, и мы чуть-чуть разные с ним, и поэтому вот нам это позволяет на какие-то ситуации смотреть взвешенно достаточно. У него есть свое мнение, у меня есть свое мнение, и мы какое-то среднее вполне можем сформировать. В этом-то и суть, что и плюс, что мы можем объединять два подхода и что-то делать, нечто иное. Вот эта картина, я так понимаю, это два брата, да? Да, хотя эта картина появилась самая последняя. Расскажу казус. Была пустая стена. Антон говорит, давай что-нибудь повесим, какие-нибудь картины нарисуем. И была у нас такая гостья, она есть, она вообще тату-мастер, но она сама предложила, говорит, давайте я вам что-нибудь нарисую красивое, что у вас здесь так пусто. Эти моменты совпали, и мы решили, что мы с ней поработаем и что-нибудь нарисуем. Антон говорит, давай какую-то абстракцию, вот просто какую-нибудь девушку нарисуем. Помнишь Каминского картину в одном известном белорусском заведении? Так вот просто была девушка на желтом фоне, давай что-то вот в таком роде. Я скидываю все референсы художницы, и в том числе там одним из референсов была картина Каминского. Я думаю, что белорусы помнят, там на желтом фоне брюнетка в похожем платье. Мне кажется, что там в какой-то момент мы неправильно друг друга поняли, и когда результат был готов, была копия картины Каминского. И когда я это увидела, конечно, я поняла, что просто нас не простят белорусы, потому что это был референс, то есть не было задачи сделать копию, ни в коем случае. Просто так так сложилось. И я попросила ее как-то ее переделать и немножко адаптировать, поменять фон, поменять платье. Мы, по-моему, горошки закрашивали. И она из брюнетки сделала блондинку. И так появилась эта картина. Когда рядом появилась картина горошка, которую тоже предложил нарисовать Антон, потому что горошек такой талисман уже нашего заведения, его любят гости. Мы решили, что рядом повесим горошка. И вот когда эти картины встали рядом, гости начали спрашивать, не я ли вот это. Потому что собака моя, и девушка похожа на меня, она блондинка с челкой. Я первое время всем объясняла вот эту историю долгую, всем рассказывала о том, что нет. Но выглядело это супер странно, что я не в своем ресторане. Особенно это странно выглядело в глазах жен наших владельцев. Просто управляющая, которая решила, что она просто в центре ресторана повесит свою фотографию. И свои фотографии своей картину собаки. Себя и своей собаки. Еще только короны обоим. И, то есть это выглядело супер странно, и поэтому я обратилась к художнице еще раз и попросила нарисовать уже Антона с Алексеем, чтобы была в этом какая-то логика. И как бы мы ни меняли эти картины, все равно самый лучший вариант, когда вот эта вот девушка в центре, и поэтому теперь, когда меня спрашивают, я ли это, я уже не сопротивляюсь, говорю, да, это все мы. Так что такая история. Ну, класс. Первый кризис, когда он случился, и случился ли, был ли такой момент? Существенный для нас такой кризис, он случился где-то на 10-м месяце нашей работы. Это где-то, наверное, май 25-го года, когда у нас практически полностью за месяц поменялась команда. Вот все, кто работал там с начала открытия до мая месяца, почти все в течение месяца или полутора, практически все поменялись. В смысле, они уволились или вы меняли? Там разная ситуация была. Нет такого, что мы всех уволили или там все ушли сами. Это был какой-то такой симбиоз. Кто-то уходил сам, кого-то мы увольняли. Поэтому там такая 50 на 50, наверное, было. Почему? Это причина?
Ох, да там такая сложная на самом деле ситуация была. Мы хорошо работали первые 8 месяцев, было прям нормально. Мы закрывали там, даже какую-то небольшую прибыль зарабатывали. А потом через 8 месяцев у нас начался активный спад, который вот продолжается до сих пор. То есть, Это сколько он длится уже? ну вот месяцев 10, наверное. То есть он такой, он упал и не растет. Ну, то есть он какой-то такой очень, очень нестабильный. Не до конца понимаем, с чем это связано. У нас там есть некоторые предположения. Возможно, это комплексный какой-то такой эффект. Это там теряние новизны ресторана, когда ты только открываешься, ты такой новый, ты такой один, и люди много ходят. Плюс к этому это... Мне казалось, наоборот, должна нарабатываться база и уже как снежный ком. Вот это интересная история, да. Вот это, кстати, теория Антона, например, в том, что и, наверное, это разница между заведениями там, европейскими и заведениями, например, на нашем, там, ну, назовем его постсоветском или там русскоговорящем пространстве. Вот Антон, когда приезжал, он, помнишь, он мне говорил, смотри, эффективность ресторана очень легко понять. Если ты открылся, к тебе стоит очередь, значит, все окей. Значит, концепт живой, значит, все полетит. Если ты открылся и очереди нету, значит, ничего не будет. Можно закрываться. Достаточно ли просто давать топ-сервис, топ-продукт, выкладываться, вот, чтобы стать популярным на польском рынке, вот в польском городе, среди поляков? Наверное, достаточно, если есть запас финансовой прочности, делать это в долгую. То я думаю, что все равно рано или поздно это приведет к успеху. Что сарафан сделает свой дело? Да, 100%. 100%. Просто нужно терпение, настойчивость. Ну и сейчас же в современном мире, ты же понимаешь, существует большое количество всяких методов, которые эти вещи могут усиливать или продвигать, типа пиар, маркетинг и так далее. Поэтому мне кажется, что бить нужно со всех сторон однозначно. А здесь, как мне кажется, история ровно противоположная. То есть ты открываешься, и тебе пока никто не доверяет, и смотрят, проживешь ты там условно год на рынке или не проживешь. Прожил, значит, ты, наверное, неплохо все делаешь, значит, ты, наверное, там нормально кормишь гостей, у тебя нормальное качество еды, ты там никого не травишь. Значит, к тебе можно пойти. И рядом поляков, с которыми я разговаривал, у них, примерно вот такое представление. То есть у них около дома открывается какое-то заведение. Они присматриваются. Они ходят там какое-то долгое время, смотрят, окей, работаете, и потом раз, там через полгода или через год, наверное, кто как, и такие, ну ладно, окей, пошли зайдем. Наверное, они нормальные ребята, раз они так долго работают. И они вот привыкают к одному, и для них новое уже как будто бы неинтересно. И даже коллеги наши, или там партнеры, или там бизнес-друзья, они говорили, что вообще-то так и работает это, что мы сначала смотрим год или два вообще на существование этого ресторана. Прям да, и через какой-то промежуток времени мы даем ему свое, согласие, что мы туда придем. Ну, я не знаю, я лично это связываю с тем, что тут все-таки более стабильный рынок, десятилетиями такой плюс-минус стабильный. У нас такой он очень нестабильный. У нас то законы какие-то выйдут, то еще что-то, то кризисы. И у нас, если ты сейчас там не заработал, если ты сейчас там не начал что-то делать, то потом может и не быть возможности. Это как ты открылся, и все такие, класс, новое место, полетели. Пока там еще хорошее качество, пока ребята там работают на себя, давай там будем. И люди думают, надо сходить, пока не закрылось, потому что фиг его знает. Да, 100%. Пошли, пока не закрылось, круто. Вечерний Вроцлав. И у нас с супругой свидание. Кстати, по моим личным ощущениям, атмосфера в ресторане никак не ассоциируется с кризисом. Заведение такого типа, как Легос, это не совсем про еду, в контексте поесть. Это тоже, безусловно, но в первую очередь это про уникальные эмоции и настроение, которые дарит тебе заведение через изысканную подачу и вкус. Ну и сервис, о котором уже говорили. Тебе не просто приносят еду и уносят посуду, а тебе заботятся и проявляют wniemanie. I ty это чувствуешь. Poleciłbym każdemu wizytę w Legos. Jeżeli ktoś nie był, no to głupio byłoby nie spróbować, głupio byłoby nie doświadczać. Życie polega na doświadczeniu i ja uważam, że często, gęsto możemy nie dostrzegać ciekawych miejsc, więc warto przyjść, spróbować, zobaczyć i myślę, że jak każdy tutaj przyjdzie, to się do tego miejsca po prostu najzwyczajniej przekona.
как завоевать сердца поляков, чтобы вот они ходили? Мы уже только что поговорили, что они консервативно достаточно присматриваются. Да. То есть недостаточно просто взять там Facebook, там валить кучу там денег в таргет в Фейсбуке и все пойдут, да? Да, это хороший вопрос. Это хороший вопрос, на который мы бы хотели бы иметь ответ. Да, мне кажется, большинство ресторанов борются за поиск ответа на этот вопрос. И если ты его нашел, то, наверное, ты популярное место и зарабатываешь. Если ты его ищешь, то у тебя разные периоды бывают. У меня, к сожалению, нет рецепта на то, как это нужно делать. Есть базовый минимум, который мы делаем. Это хорошая еда, это хорошее обслуживание. Мы внутренне такие люди открытые, мы всем рады. Но вот мы видим, что, наверное, этого мало. Ну, во-первых, самая важная история – это, конечно, коммуникация. Нужно говорить на языке страны, свободно, наверное. Ну и как бы не стесняться показывать себя и коммуницировать с людьми. Ну и, соответственно, если ты несешь какую-то ценность, я думаю, что проблем с этим никаких нет. У нас пока сложность коммуникации, про ценность мы уже свою определились и поняли свою нишу на этом рынке примерно. Поэтому мы не пытаемся быть кем-то другими, мы же не можем там, за 1,5 года стать поляками. Поэтому мы делаем, что мы можем, стараемся максимально это делать хорошо. Дальше выбор, соответственно, покупателя. Мы рассчитываем на то, что вот чем больше мы здесь находимся, тем больше мы завоюем доверие, тем больше к нам будут с удовольствием ходить. Кстати, напишите в комментариях свое мнение. Нас смотрит много поляков. Напишите, пожалуйста, дорогие поляки, что, по вашему мнению, должно быть в заведении, в новом заведении? Что нужно делать, чтобы вот вы все захотели прийти и попробовать? Здорово, я тоже очень буду рад, если вы напишите это в комментариях. Для нас это супер важная информация. На что-то мы можем повлиять, на что-то нет. Вот напишите вот в нашей ситуации, когда мы как владельцы белорусы, которые проводят этот бизнес, вот что мы можем сделать, чтобы привлечь вас к нам в ресторан, чтобы вы пришли и вам понравилось. Мы бы очень были рады это сделать. Если бы ты сегодня открывал все заново, с нуля, уже с имеющимся опытом в Беларуси, ну и в основном здесь, в Польше, какой бы ты дал бы себе самый главный совет? Если не учитывать опыт, который мы уже здесь получили, а мы его получили очень много, этого опыта, то, наверное, лучше бы, приехав в новую страну, поработать в индустрии немножко. А после этого уже открывать ресторан. То есть устроиться кому-то шефом? Ну, условно, да. Там годик, например, посмотреть, обрасти коммуникации и прочее. Но у нас не было этого времени, раз. Во-вторых, мы не знали, что так можно было. В-третьих, конечно, у нас было какое-то эго там свое. Ага. То есть вы думали, что ваш белорусский опыт, его будет достаточно? Ну да, условно говоря, так. Мы думали, что мы настолько профессионалы, что как бы мы в любом рынке можем состояться. Но оказывается, что нет. Окей, в связи с этим ты чувствуешь вот какую-то недооцененность своего нынешнего заведения? Ну да, мне вот внутренне иногда, когда я утром просыпаюсь, мне кажется, что у нас вот все так круто, но нам чуть-чуть не хватает гостей. И что могло бы быть у нас и чуть больше гостей. Совет, который вот я 100% могу сказать, который точно действует, это берите Excel и считайте. Вот математика в ресторанном, по крайней мере, бизнесе, это все. Вот до всех мельчайших подробностей прописывайте все. Делайте огромную таблицу, но ты должен понимать, откуда эти деньги будут, почему они к тебе, эти деньги придут и на что ты их потратишь. Это 100% одно из самых важных, что вот спустя 1,5 года ресторана я могу сказать, это то, что 100% нужно считать. Потому что есть статьи, которые, они не очевидны, начиная там от вывоза мусора, который может тебе стоить 1000 евро, например. Если это большой ресторан, окей, это небольшие затраты. Но если это небольшое заведение, то это очень серьезная затрата. Вот таких статей достаточно много. Вот первое, что делайте, считайте. И отвечайте себе на вопрос, будет это приносить деньги или нет. Всегда старайтесь не закладывать, как поменьше мы оптимизируем, а закладывайте, наоборот, больше. Если у вас не получается математика, то, скорее всего, она не получится в реальности. Пишите, как вам история. Далее смотрите наш фильм «15 лет в поисках дома», либо историю белорусов, которые открыли автосервис в Польше. Увидимся в новых видео. Пока-пока.